Панда. Что же делать с пандой? Значит, заходим на Twitter, сайт. Что такое панда, да, почему вокруг нее тоже определенный кипиш. Выходит первый сезон NFT картинок. Есть анимированные, есть обездвиженные, есть возможность приобретать прям не выходя с сайта, но для этого нужен MetaMask. Также есть возможность пользоваться PayPal, Visa, MasterCard. Вот такие, получается, анимешные NFT будут выходить. Скорее всего, они будут служить тоже ключами для дополнительного заработка. Также основатели рассматривают эту монету использовать также в метавселенной. На CoinGecko сейчас самый минимум, который был 20 дней назад, его, кстати, пропустил, но на десятку брал 10 пунктов, на 10 пунктов я брал $5. И на сегодняшний день имеет, получается, 3 икса 98%, почти 4 икса. 5 дней назад монета пребывала на хаях в 111 пунктов. В этом фрактале она успела долететь только до 8 пунктов. Сейчас ее немножко срезают. Цена пытается подготовить себя к выпуску NFT картинок, чтобы как можно дороже купили те картинки, которые выйдут. На момент записи видео это 4 миллиона 727 тысяч долларов капа. В монетках BNB пул составляет 899 монет, что приравнивается к 378 тысяч долларов. Также по всем хотелось бы посмотреть холдерам. Все холдеры уже 22 244 адресов. Проект движется с позиции открытости. Ей поступало предложение о том, чтобы в обход PancakeSwap закупиться монетами без посредников напрямую, чтобы обменять монеты без комиссий. Какой-то кит пришел, хотел договориться. Все это, получается, отскринили, показали, сказали, вот, нет, мы ему отказали, сказали, что будете покупать так же, как все остальные. Мы не хотим как бы кого-то выделять и ко всем относиться хотим одинаково. Что здесь показывается, да, значит, что в принципе кошельки, не считая PancakeSwap и удаленного кошелька, это скорее всего удаленные монеты, которые уже удалились, и PancakeSwap, где монеты там в принципе присутствуют для выкупа. Кошельки, значит, самый большой кошелек это всего лишь 1,9%, четвертый кошелек это 1%, и туда вниз по 1% и меньше пошли. Очень хорошее как бы распределение, правильное, честное, за исключением, если не присутствует там скрытых кошельков, несколько штук основателей. Но я думаю, даже если это и есть, на воле все честности, желание работать, и все равно надо это взвешивать и понимать, все в этом мире риск. Так, также сказал, что хаи были на 85 пунктов где-то были хаи, и сейчас, получается, срезало это все дело. Если взять минимум, к сожалению, здесь процентных соотношений не показывается, потому что монет слишком много и не может посчитать эта система, сколько процентов это есть. В целом, то, что такой большой рост и сейчас пытаются его немножко сбавить темп просто. Это, в принципе, тоже нормально. Я считаю, что где-то коснемся еще там немножко что-то. Сегодня 21 число на момент записи видео. Где-то еще, может, коснемся чуть-чуть. Потом, скорее всего, пойдем опять наверх. Перебивать тот хай. Рынок, значит, мне кажется, на мой взгляд, вот первое, что в голову пришло, оно и правда. Смотри, по комиссиям, значит, тут даже написано вот, что 12% получается продажа, 12% выкуп. А рынок, значит, подготовится к тому дню, к тому запуску очень по-бычьи подготовиться. И во время запуска NFT картинок, у меня где-то дата даже отмечена, это произойдет где-то по нашему времени, это произойдет в часов 11-12 выпуск NFT. В 11 часов где-то по Москве. Рынок, значит, подготовится. И, короче, спекулянты попытаются передать эти монеты в те руки, у кого будет желание покупать NFT картинки. Вот так я вижу, значит, по новостям. 9 часов назад, значит, вышла, да, еще одна прикольная новость о том, что под 500 миллиардов монет будут раздавать тем, кто делится информацией, распространяет информацию о Panda Girl. Вот почему мне один из подписчиков написал, что давай типа делай обзор, ты можешь тоже, говорит, на этом заработать. И это действительно так, надо только просто разобраться. Так, следовать нужно будет по ссылке вот этой. Так, я думаю, что вот эти, получается, штрих-коды надо будет использовать под видео, и все будет окей. Или под постом, да. Мы буквально только что заплатили
заплатили, получается, 356, это 17 тысяч долларов нашим держателям, которые участвуют в нашем мероприятии. А неделя 3 только началась, каждый может принять участие в этом. Да, я вот это, кстати, отправлял, да, инструкцию, я нашел инструкцию, как сделать так, чтобы получить. Панда, значит, на Coinbase присутствует, и тут она показывает на самых хаях, видимо, ближайших, которые были, 3 икса 78%. В принципе, сейчас даже 3,9 есть, да, по CoinGecko, если смотреть. Так, хотите поддержать нашу панду и ее феноменальный подъем наверх и одновременно заработать деньги? Мы заплатим более 36 тысяч долларов за 72 часа нашему сообществу за то, что они любят. Распространяйте слово о панде, присоединяйтесь к нам сегодня. Крутой как бы хайп, классно, классно, классно. Так, фейерверк вот-вот начинается, инвесторы знают это. Так, здесь, значит, есть определенные тоже ключи, которые, вероятно, для панды нужно использовать. Baby Doggy. Так, есть кнопочка Panda Farm. Наверное, по этой ссылке нужно следовать для того, чтобы узнать небольшие правила. Из-за перевода, короче, показать оригинал. Здесь я вижу Twitter, Farm. Здесь есть, видимо, подробности. Это необходимо, значит, забивать в телегу, если ты постишь, да, об этом. И тут присутствует, получается, 706 участников. Анонс вышел, вот он, как тут участвовать. В этом, короче, получается, в последнем посте здесь все расписано. Каким образом это все награждается. Это, в принципе, был тот пост. Сейчас этот, походу, новый пост вышел. Ну ладно, не будем там сильно это. Я, короче, ставлю лайк, ставлю ретвит. Но оставить можно это какой-нибудь комментарий. Я, короче, оставляю, что это лучший проект с харизмой. Прикольно, да? Короче, такую вот штуку отправляю. Я вниз, значит, спускаюсь. Здесь, значит, делаю редактирование. Редактировать где? Или уже нельзя редактировать? Я, короче, здесь в описании просто делаю эти хэштеги дополнительные. Сам себе отвечаю, сам себе лайкаю, сам себе делаю ретвит. Для продвижения везде, где есть свободное окошечко, необходимо заполнить. Вот так и просто. Выпуская свое видео, я ставлю себе лайк, и это все распространяется изнутри наружу. Твое отношение показывает отношение других к тебе, и это так работает. Panda Girl контракт, да? Покупка 12%, продажа 12%. Проскальзывание, ну, в районе больше должно быть, скорее всего. Но можешь с 12 попробовать. Методом подбора, потому что из-за того, что капа то уменьшается, то увеличивается, метод подбора и движения, да, если торговля активная на рынке, покупают, то слипидж, то есть проскальзывание, нужно ставить чуть больше, если не проходит. Если, в принципе, торговля стоит на месте и как-то нет движений, то можно поменьше слипидж, проскальзывание в процентном соотношении. На комиссии это влияет, но не особо сильно, я как акцентирую на этом, не особо это замечаю. Все, так, в принципе, по портфелю, смотри, я, значит, вместе с тобой, да, ты говорил, что там кто-то на хаях покупал, да я тоже на хаях покупал, я просто, когда оно в десятку упало, я еще на 5 долларов закупился, вот, смотри, получается, это количество, вот, на 39 где-то я брал, вот, на одном я брал где-то в районе 5 долларов, и на 39 брал, может, на 19 долларов, бля, не помню уже, но тут написано 8-10, это плюсом, возможно, на 10 долларов я брал, а все это остальное комиссия, наверное. Ну вот, смотри, показывает общий расход 8-10, значит, я в районе где-то 9-10 долларов брал, на 39, это 39, это тоже большие, как бы, хаи. Потом на однерке добрал, ну, на 10 пунктов. И вот буквально вчера, сейчас я тебе покажу весь график свой с этим портфелем, то, что монетка вот была буквально 43, считай, половина, да, и потом жах, и выросла вдвое, вот на 80, из одной монетки, понимаешь? Она выросла где-то до 45, закрыв сейчас, ну, считай, весь портфель. То следующий, непонятно, Ричквак может быть следующий. Это конкретно тот портфель, который я собирал еще в 2001 году. Panda Girl на 5 долларов я уже покупал в этом году. Все, в принципе, сколько нулей закроем, значит, да? Это самый важный вопрос. Сколько нулей ждать? Вот я тебе так скажу, короче, на 29 число, вот сколько нулей там будет, это может, к этому история может уже подтянуться и показать, сколько нулей она закроет. Хочется мне видеть, конечно, 2 нуля закрытия. Хочется видеть, чтобы перебило вот этот хай и заполнило сюда, понял? Но если у команды получится так распампить, то это будет вообще шикарно.
рано. Давай на калькуляторе немножко посмотрим. Так, если я монетки брал, к примеру, на 5 долларов, в целом 5 долларов я там подбирал, у меня было в районе где-то 7 долларов. К примеру, 5 долларов на десятки, если кто зашел, умножаем это, получается, на 2 ноля. 2 ноля. Вот 2 ноля это где-то в районе 500 баксов. Это с однеркой. Первая однерка только появилась, 0 когда закрылся, 500 баксов. Если у меня была семерка, в районе семерки где-то у меня, по-моему, было там на просадке, это где-то 700 баксов при 0 закроет. Вот так вижу. Если кто, конечно, на десятку зашел, у того 1000 долларов может быть, да, при закрытии 2 нулей. Кто зашел на 100 баксов, у того будет 10 тысяч долларов. Но не рекомендую, если ты еще как бы все-таки только начинаешь, да, не рекомендую как бы такими большими суммами топить. Ну, для меня, допустим, 1000 долларов это все равно котлета, как бы необоснованная котлета. Надо все-таки придерживаться стратегии своей собственной и топить небольшими суммами, и все приложится, все будет, но не сразу. Всему, в принципе, свое время. Хочется, конечно, разом. Я пробовал, не получилось. Просто сжигаешь пятки, стираешь ноги, мчишься куда-то, непонятно. И только потом, когда просто оглядываешься, смеешься на это все. Что ты творил, что ты делал, куда ты торопился, куда ты спешил, и даже не спрашивал, зачем ты это делаешь. И есть еще другой вариант, да, оставляя монету в долгосрок, вот на 0.10 я закупился, да, это на 100 тысяч иксов, это в районе, 700 тысяч долларов, 7 баксов. Это в долгосрок, если они действительно будут такой крепкой командой, которая будет тащить это все, развивать, останется на долгосрок, на десятилетия, да, но может она быстрее это сделает. 10 лет это я запасом тебя пугаю, чтобы ты должен быть готов к этому. Как видишь, я с багом вообще не готов еще пока. Но нужно это, как сказать, время, да, чтобы подготовиться. Если, допустим, вот по шибе было, получается, миллион иксов, да, если кто-то хотя бы сделает там 200, миллион иксов, да, миллион иксов. А если кто-то 200 тысяч иксов. Если монета, получается, 200 тысяч иксов сделает, вот, допустим, панда, то это будет с 7 долларов в районе где-то 1,400 миллионов долларов. Да, это, ждать долго, это капец какое железное терпение надо иметь. Но всему в свое время, в принципе. Всему в свое время. Я понял, что тоже подготавливать себя еще надо психологически к этим ожиданиям, к этим перепадам, к доверию, к самому себе в основном. Все, что выходит вне нас, на самом деле это отражается в нас. Если мы доверяем себе, мы можем довериться другим. Спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч!